Собрание Государственного русского музея – это не только коллекция живописи, графики, икон, предметов прикладного искусства. Отдел рукописей музея хранит огромное количество интереснейших документов, начиная с уставных документов самого музея и заканчивая архивами, перепиской, путевыми заметками художников, перепиской с меценатами и прочих интереснейших документов, среди которых несколько древнерусских грамотов, поступивших в музей в 1912 году. До недавнего времени была известна только дата поступления, но благодаря исследованиям научного сотрудника отдела рукописей, хранителя Елены Борисовны Чуриловой, выяснился и источник поступления, и он не очень обычен. Оказывается, все 3 грамоты были подарены музею крестьянином Вологодской губернии Ивановым. Инициалы его раскрыть, к сожалению, не удается. Известно только, что это В.Н. Иванов. Безусловно, имя этого человека достойно внимания и уважения, потому что человек, крестьянин, далекий, в общем-то, от культурной жизни, столицы, вдруг передает бескорыстно в дар документы, которые и сохранились, собственно, до нашего времени благодаря этому поступку. Все 3 грамоты – наиболее древние документы, хранящиеся в нашем архиве. Содержание одной из грамот – это подтверждение владения поместьем, а вторая описывает имущественные отношения некой вдовы, выходящей вновь замуж. И это царская грамота царя Алексея Михайловича, воеводе, который будет отвечать за дальнейшее, так сказать, дело производства. Датируется эта грамота 17 марта 1673 года. Они поступили в реставрацию в виде скрученных рулонов. Такой вид до реставрации не говорит о какой-то небрежности или малой заботе о документах. Нет, это факт исторический. Традиционно рукописи-столбцы хранились в свернутом виде. Для них специально изготавливались ящики или ларцы с выпуклой крышкой. Одна из грамот уже прошла реставрацию, вторая находится в процессе подготовки. И для того, чтобы программа отражала все мероприятия, которые реставратор предпримет впоследствии, мы должны прежде всего эту грамоту развернуть. Что происходит с бумагой в процессе естественного старения? Как любой органический материал, как человеческая кожа, как листья деревьев, бумага теряет эластичность, из нее уходит влага, бумага пересыхает, становится ломкой и хрупкой. Поэтому механически развернуть этот рулон сейчас – это большой риск для объекта. И для того, чтобы вернуть эластичность бумаги, традиционно при реставрации объектов на бумажных носителях происходит это под действием влаги. Если позволяет красочный слой или рукописный текст, такой контакт с влагой происходит путем погружения листа в дистиллированную воду. Но в данном случае мы имеем нестойкий к водной обработке текст, поэтому такой бы шаг был неоправданно рискованным. И в таких случаях реставраторы прибегают к методу, так называемому методу отдаленного увлажнения, помещая объект на бумажной основе в некий объем, внутри которого искусственно создается повышенная влажность. В данном случае будет контролироваться повышенная влажность простым индикатором. А вот время экспозиции, время пребывания объекта в этой импровизированной камере – это уже выбор реставратора. Мы просто будем следить за этим. Ну и, вероятно, уже к этому моменту процесс, который мы начали, процесс по возвращению эластичности бумаги под действием влаги, вероятно, уже закончилось. И сейчас возможно будет без риска повреждения дополнительного к уже имеющимся повреждениям развернуть вторую грамоту. Очевидно, что хранение в виде рулона отчасти предохраняет чернила от выцветания. Безусловно, это так.
Но вместе с тем вот этот метод хранения, он не защитил все-таки бумагу от механических повреждений. И мы наблюдаем множество разрывов, изломов. Что касается дальнейшей программы реставрации, то она достаточно традиционно будет и повторит ту программу, которая была выполнена при работе с первой грамотой. Происходит очистка бумаги от поверхностных загрязнений, происходит удаление продуктов распада, а пожелтение бумаги, как известно, это выражение, это визуальное выражение сильной степени окисления. Эти продукты распада будут удалены, и, безусловно, будет выполнено укрепление изломов, подклейка разрывов и восполнение мелких утрат. Программа действия будет такой же, как при реставрации первой грамоты, и результат, вероятно, мы уже можем его отчасти предвидеть. Результат будет хорошим, и вторая грамота также станет уже предметом безопасного хранения и изучения сотрудниками отдела рукописи.